Доброе утречко, друзья. Ну что, денек начинается с замены масла. Наконец-то вы дождались, что расходы, амортизация на машину все поглощает, весь заработок. Вот сегодня нашел самое дешевое место, $65 за замену Full Synthetic Oil вместе с фильтром. Перед этим я проехал 3 места, где было по $85, и в одном месте было $100, даже плюс, $100 плюс за замену такого масла. Здесь я нашел за 65, быстро мне сделали. Вот такой сервис, называется вот РБК Автотех. У них хорошие отзывы на Google картах. О, пришла работа, я поехал. Продолжаем работать. Настрой такой, что 5 дней буду трудиться. Субботу, воскресенье буду выходной. В субботу, я думаю, куда-то поедем или на океан, или на Лейк Тахо. Подписывайтесь на канал, кто смотрит еще без подписки. К слову, масло-то я поменял вообще первый раз. После покупки я масло не менял, потому что, по идее, было менено, оно было чисто, и на наклейке было написано. Ну, в общем, не менял я, поэтому и так, да, я сейчас начал много ездить, но и так нужно было бы его поменять по-хорошему после покупки. Относительно замены масла в коробке тоже мнения разделились. Тут мне знакомые советуют, что нужно менять, пока все хорошо, вот тогда и нужно менять. А когда уже начнется что-то плохо, тогда уже поздно менять. Другие, кто в Америке здесь живет, вообще, говорит, никто здесь не меняет масло в коробке, вообще не парься, ты чё. И сейчас, когда я менял масло в двигателе, я у него спросил, меняют ли они, и как бы он говорит, они не меняют, а зачем тебе менять? Он говорит, у тебя маленькие мили, у тебя 57 тысяч всего миль у меня. Говорит, абсолютно не надо. Говорит, я знаю, что у вас там где-то в ваших странах меняют часто. И здесь, говорит, вообще не меняют минимум 100 тысяч миль. Поэтому, говорит, вообще не парься, не переживай. Езди, короче, спокойно. Ну, хотел бы узнать ваше мнение, всех знатоков. Как вы думаете, стоит ли менять? Вот коробка, это, наверное, вариатор считается. Honda Accord. Нужно ли здесь менять масло? У меня сейчас 57 тысяч миль. Это, наверное, 1090, может, километров около. Нужно умножить где-то на 1,6. Ну, сейчас коробка все четко, все плавно. Вот, в принципе, пока, наверное, менять не буду. Пишите, что думаете вы. Ну что, друзья, очередной день подошел к концу. Сегодня я заработал $232 с 2 приложений. И также было $5 налички чаевых. Проехал я, вот видите, 113 миль. Это я еще за ребенком в обед ездил. Второй день после того, как я заправился на $65. Вот у меня еще больше, чем полбака. Получается, вчера я 213 сделал. И сегодня 232. У меня еще на 2 дня вот такой работы точно есть топливо. Можно сделать теоретически все $800. Может даже больше на вот этом баке. Ну, посмотрим, получится у меня или нет. Не переключайтесь, мы продолжаем. Приехал сейчас на вот такую зону. Много магазинов, кафешек. Сейчас, конечно, еще люди только начинают просыпаться. Еще часть из них закрыта даже. Колодки еще есть. Еще более-менее нормально. Конечно, уже где-то чуть меньше половины. Ну так. Сразу начинается износ такой жесткой машины. Сразу весь капот, смотрите. Весь, короче, на дырочку. Они же все несутся, как выезжаешь на хайвей, там, короче, такая пыль, там все, короче, поднимается за машинами. Если дождь еще идет, камни всякие мелкие, сколов много. Кто будет тоже возить, если вы не хотите ставить постоянно на сиденье пакеты, а то вдруг еще что-нибудь жирное будет или протечет. Я вот в долларке купил, показывал там в предыдущих видео за $1. Вот таких несколько. Идеально. 99% пакетов становятся сюда идеально. Прям четко. И не ездит, не совывается ничего. Также у меня есть еще вот такой здесь маленький, меньшие пакеты. Идеально становятся вот сюда. Идеально. Ну, полотенце кинул. Можно так пиццу уложить, если широкую. Подстаканников пару здесь.
Если что, здесь тоже приходится ставить. Либо можно просить у них, я не знаю, как они называются, кархолдер или как, где ты вставляешь стаканы в такую бумагу с ручкой. В большинстве кафешек такое есть. Но были у меня, конечно, случаи, когда они такого не дают, и 2 стакана нужно нести, и еще и пакет. Очень неудобно. 2 стакана, короче, вот так вот отнесешь. Стаканы зачастую это большие, у них огромные. И там еще к дому или к апартменту. Забираем заказик следующий. Вот в такой кафешечке. Black Beer Dinner. Забрал заказик. Вот такой пакетик. Кто-то выставляет на обочину. Мексиканец какой-то, видите, какие-то такие штуки. Стеклянная розочка типа внутри. Будет продавать сейчас на перекрестке. Также пару букетов цветов у него. Стоит пару ящиков вот таких штук. В общем, здесь зарабатывают все, кто как может. Доставлял доставку на Uber сюда, в этот дом. Уже 2-й раз такое было, но редко такое бывает, что нужно ввести пин-код какой-то. То ли у нее есть пин-код, и без пин-кода, получается, я не могу сбросить заказ. Я даже сейчас не заметил, она мне говорит пин-код. Я смотрю, у меня на экране типа пин-код, и она мне его продиктовала. Я подтвердил, и все таким образом, получается, я скинул доставку. Я не знаю, то ли это они делают специально, чтобы именно точно ты точно отдал, потому что по ходу постоянно все перепроверяется, потому что, видно, теряются где-то эти посылки, еда, короче, то ли крадут, то ли что. Поэтому очень четко стараются и программа, и выдумывают всякие штуки в подтверждение того, что ты реально типа доставил. Так, что-то долго грузится. Мусор, да. Прям на асфальте. Вот кто-то живет здесь тоже в этом доме. Вот, смотрите, на асфальте, да, лежит мусор. Запчасти какие-то. А, вот это вообще классно. Сегодня я очень злой, что-то работа не идет. Сейчас взял какую-то голимейшую доставку на Uber за $6 через автостраду, короче, пропустил поворот, уже, наверное, миль 20, короче, проехал. Сейчас еще закидывают меня в самый даунтаун, в какой-то бизнес-центр. Злость берет аж, а. После такого вообще не хочется. После такого, как закидывают просто попандос какой-то. А перед этим делал за $3 в каком-то просто тоже офисе, бегал по коридорам, не мог найти, короче, бегал, бред, просто бред. Вот сейчас мне нужно куда-то сюда, вот этот дом. Вы представляете, я должен где-то сейчас искать, вот в этом доме. Повезло, этот мужик ждал меня на улице уже, поэтому не пришлось мне сейчас парковаться где-то. Вы представляете, сейчас где-то искать парковку, тут все платное в центре. И бегать потом искать. Я, конечно, разочарован. После таких доставок очень разочарован. Вчера день был хороший, реально заработал много и как-то все легко шло, легко давалось. Сегодня просто ничего не идет. Вот время к обеду я заработал, наверное, за все время баксов 40-50. Это очень мало. Нужно к обеду уже хотя бы 100. На Uber есть такая особенность нехорошая. Когда тебе прилетает заказ, ты не можешь как бы расширить карту, посмотреть, куда тебя ведет апартамент это, или дом, или это центр, вот как сейчас, или это где-то просто на районе. Я же уже понимаю, если это какой-то другой район, то там нормально. Хоть даже это апартмент будет, то можно повезти. В центр просто ненавижу возить. Куча сейчас вот светофоров. Я сейчас возвращаюсь, заработал я вот это 6 баксов, прокатал столько, времени потратил уже, наверное, часа полтора. В самый час пик, короче, пробки. Что-то сегодня я расстроен, ребята, сегодня я расстроен. Не знаю. 2 дня подряд заработал больше, чем $200 и проезжал около 100 миль всего. В принципе, было нормально. Сегодня я уже проехал почти 50
заработал, наверное, 40. Еще тоже после предыдущих видео интересно читать ваши комменты, что ты ездишь на машине, что это расходы. Да, я, может быть, езжу побольше, может быть, даже в 2 раза больше, чем вы, но все, кто живет в Америке, каждый имеет машину, и все ездят на работу, и зачастую очень далеко на работу. И кто работает на разных объектах, постоянно ездят далеко и накатывают и 30 миль в день, и 50 миль в день на работу, чтобы съездить туда и обратно вернуться, и тратят тоже бывает по полчаса в одну сторону, по часу, смотря где работа. И вам тоже нужна страховка, и у вас тоже идет износ резины, и аккумулятора, стартера, генератора, и масла вам тоже нужно менять, и в коробке, и в двигателе. Тот, кто говорит, ты вычти с этой работы, я и так буду это все делать, даже если я не буду работать на доставке еды, я все равно это буду все делать. Да, может быть, немножко реже я бы это делал, если бы не работал на этой работе, но это не стоит каких-то колоссальных, огромных денег, что это прям самая основная статья расходов. Я считаю, что плюс-минус у всех такие расходы на машину будут, как и у меня. Вот. Единственное, я взял специально машину с маленьким майлиджем, чтобы у меня был большой запас и ресурс на этой машине еще поработать. Я могу поработать до 100 тысяч миль и продать эту машину, купить другую. У меня сейчас 57 тысяч, я смогу реально минимум год вот так вот в жестком режиме ежедневно могу работать. Потом продам, куплю опять машину с 50 тысячами миль. То уже посмотрим. Итак, друзья, за рабочую неделю, 5-дневную рабочую неделю, я работал с понедельника по пятницу. Я заработал ровно $900 с копейками. На экране вы можете видеть скриншоты с Uber и с DoorDash. Там также можете увидеть, какое было активное время. Это, конечно, была не самая хорошая неделя. Можно лучше и больше, что я и постараюсь сделать и показать вам в следующих видео. Кто будет регистрироваться на Uber, у меня есть реферальная ссылка, которую вы можете найти в описании под этим видео. Если вы будете и так регистрироваться, можете воспользоваться моей ссылкой, моим кодом, чтобы мне упал какой-то бонус в будущем, если вы начнете работать с Uber. На DoorDash, насколько я понял, нет реферальной ссылки, поэтому только Uber можете воспользоваться. Вот, с вами был Виталий. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк, если вам понравилось это видео. До новых встреч. Пока.